В королевстве Этельгард не существовало слова «вчера» и не существовало слова «завтра». Было только бесконечное, ослепительное «сегодня». 1000 лет назад великий король солнца, чье имя стерлось из памяти, но чей страх остался навечно, решил, что тьма — это враг. Он боялся того, что скрывается в тенях. Он боялся снов, которые приходят, когда закрываешь глаза. И в своем безумии он сотворил заклинание такой мощи, что оно остановило небеса. Солнце замерло в зените. Золотой диск был прибит к небосводу, как монета к столу. Тени исчезли. С тех пор в Этельгарде царил вечный полдень. Город был прекрасен, если вы любите золото. Башни из белого мрамора сияли так ярко, что на них больно было смотреть. Улицы были вымощены зеркальным камнем, чтобы ни один угол не остался неосвещенным. Люди здесь не спали. Сон считался болезнью, признаком слабости. Они принимали эликсиры бодрости, чтобы их глаза всегда были открыты. Они работали, пели, танцевали и смеялись, но их смех был тонким и ломким, как пересохшая ветка. Никто не видел звезд, никто не знал прохлады, никто не умел мечтать. Мир был идеальным, и мир сходил с ума от усталости. В этом сияющем аду жила девочка по имени Никс. Она была ошибкой, пятном на безупречном полотне света. Никс родилась с проклятием. В мире, где свет пронизывал все насквозь, где даже кожа людей казалась полупрозрачной от сияния, Никс была плотной. И что самое ужасное, она отбрасывала тень. Это была не просто тень. Это была живая, густая темнота, которая следовала за ней по пятам, как преданный пес. Когда Никс шла по улице, люди шарахались от нее, закрывая лица руками, словно видели прокажен. «Дитя тьмы», — шептали они. «Она приносит несчастье, она украдет твой свет». Никс жила на окраине, в старой башне, которую когда-то использовали для наблюдения за звездами, теперь бесполезной. Она носила плотный плащ с капюшоном, чтобы скрыть свое лицо и свою тень, но тень нельзя было спрятать. Она вытекала из-под ее ног, пачкая идеальную белизну мостовой. Никс была одинока, у нее не было друзей. Ее родители, добрые, но напуганные люди, умерли от золотой лихорадки, болезни, когда тело просто сгорает от избытка магии света. Единственным другом Никс была ее тень. Иногда, когда девочке было особенно грустно, тень меняла форму. Она становилась похожей на кошку, которая терлась о ноги, или на большие крылья, которые обнимали ее за плечи. Тень не говорила, но Никс чувствовала ее тепло. Да, тепло. В мире обжигающего солнца только тень была прохладной и уютной. Однажды, когда вечный полдень был особенно невыносим, воздух дрожал от жары, а птицы падали замертво от истощения. Никс решила сбежать. Она не знала куда. Просто подальше от глаз жрецов солнца, которые патрулировали улицы в своих зеркальных масках, выискивая нечистоту. Она побежала к запретным руинам. Это было место на краю мира, где заклинание короля солнца дало трещину. Там, среди обломков старых стен, иногда можно было найти странные вещи. Вещи из прошлого. Никс пробиралась сквозь колючий кустарник, который был не зеленым, а грязно-желтым. Ее тень скользила рядом, удлиняясь и указывая путь. «Туда?» — спросила Никс шепотом. Тень качнулась, указывая на провал в земле, скрытый под огромным валуном. Никс протиснулась в щель. Здесь пахло сыростью и пылью, запахами, которых не было в городе. Она спустилась по старой винтовой лестнице глубоко под землю. Чем ниже она спускалась, тем легче ей становилось дышать. Жар отступал. Свет сюда не проникал. Внизу, в маленькой круглой комнате, стоял постамент, а на нем простой глиняный кувшин, запечатанный воском. Никс подошла ближе. Ее сердце билось, как птица в клетке. Она чувствовала, что в этом кувшине скрыто что-то невероятно важное, что-то, что звало ее. Она протянула руку и коснулась холодной глины. В тот же миг в ее голове прозвучал голос. Не словами, а образами. Она увидела небо, усыпанное алмазами. Она увидела огромный серебряный диск, который не жег, а светил мягко и таинственно. Она увидела людей, которые лежали с закрытыми глазами и улыбались во сне. «Ночь», — прошептала Никс слово, которое она читала только в запрещенных книгах. Она поняла. В этом кувшине был не джин и не золото. В нем была последняя капля тьмы, которую король солнца не смог уничтожить. Он запер ее здесь. Никс взяла кувшин в руки. Он был тяжелым, словно наполненным ртутью. Вдруг сверху раздался шум. Топот тяжелых сап, лязг металла. «Я чую ее!» —
Раздался голос верховного жреца Люциуса. «Девчонка здесь. Она оскверняет святыню своей тенью. Они нашли ее. Жрецы. Они давно следили за ней. Они знали, что рано или поздно дитя тьмы приведет их к остаткам старого мира, чтобы уничтожить их окончательно». Никс прижала кувшин к груди. «Беги!» — беззвучно крикнула тень, дернув ее за плащ. Никс рванула к другому выходу, узкому лазу, ведущему в катакомб. Она слышала, как жрецы спускаются по лестнице. Их солнечные жезлы освещали подземелье ярким режущим светом, от которого у Никс слезились глаза. «Не дайте ей уйти», — ревел Люциус. «Если она откроет сосуд, мир погрузится в хаос». Никс бежала, сбивая ноги в кровь. Она бежала не ради себя. Она бежала ради того видения, которое показал ей кувшин. Ради мира, где можно закрыть глаза и не видеть красных кругов. Ради мира, где есть покой. Друзья, прямо сейчас Никс держит в руках судьбу всего мира. Представьте, каково это — никогда не спать, никогда не видеть звезд. Это пытка светом. Никс — единственная, кто может это остановить, но за ней гонится целая армия фанатиков. Если вы, как и Никс, цените моменты тишины и покоя, если вы хотите увидеть, как в это королевство вернется магия ночи, поддержите ее, поставьте лайк этому видео и подпишитесь на канал. Ваш голос поможет ей бежать быстрее. Не дайте свету сжечь последнюю надежду. Катакомбы вывели Никс к подножию Великой башни, того самого места, где 1000 лет назад король произнес свое заклятие. Это был шпиль, пронзающий небо, на вершине которого находилась солнечная клетка, магический кристалл, удерживающий солнце в зените. Никс поняла, что ей нужно сделать. Она не могла просто открыть кувшин внизу. Свет вечного полдня был слишком силен здесь. Он мгновенно растворит ту каплю тьмы, что была у нее. Ей нужно было подняться наверх, в самое сердце заклинания, и разбить кувшин там, чтобы тьма смешалась с источником света. Но башня охранялась. Вокруг входа стояли гвардейцы рассвета в золотых доспехах. Никс спряталась за колонной. «Мне не пройти», — прошептала она, гладя кувшин. «Их слишком много». Ее тень вдруг отделилась от нее. Она выросла, став огромной и черной, как грозовая туча. Тень не могла говорить, но Никс поняла ее намерение. «Я отвлеку их. Ты беги». «Нет». Никс схватила тень за край. Это ощущалось, как холодный туман. «Они уничтожат тебя. Свет убьет тебя». Тень ласково коснулась щеки девочки призрачной лапой. В этом касании была любовь. Тень была частью Никс, той частью, которая хранила ее боль и ее одиночество. И теперь она была готова пожертвовать собой. Тень рванулась вперед. Она накрыла гвардейцев черным покрывалом. «Что это?» — закричали солдаты. «Темнота! Она нападает! Огонь!» Гвардейцы начали стрелять лучами света в черное облако. Тень металась, принимая удары на себя, шипя и растворяясь. Никс, глотая слезы, воспользовалась суматохой и проскользнула в открытые ворота башни. Она не оглядывалась. Она знала, если она оглянется и увидит, как ее единственный друг умирает, она не сможет сделать ни шагу. Внутри башни не было лестниц. Был только луч гравитационного света, поднимающий вверх. Но он работал только для тех, у кого была чистая душа, то есть для тех, кто не имел тени. Никс шагнула в луч. Ничего не произошло. Свет отверг ее. Она осталась стоять на полу. Проклятие. Она ударила кулаком по стене. Сзади уже слышались голоса погони. Люциус был близко. Никс посмотрела на стены. Они были украшены выступами и статуями древних героев. «Значит, полезем», — сказала она себе. Она привязала кувшин к спине своим поясом и начала карабкаться. Камень был горячим. Он обжигал пальцы. Каждый метр давался с болью. Высота была головокружительной. Башня уходила в небо на километры. Никс слезла. Ее пальцы кровоточили. Мышцы горели огнем. Где-то внизу на винтовой лестнице бежали жрецы. Но они поднимались медленно, в своих тяжелых рисунках. Никс была легкой и отчаянной. На середине пути она чуть не сорвала. Камень под ее рукой раскрошил. Никс повисла на одной руке, болтаясь над бездной сияющего города. Кувшин больно ударил ее по позвоночнику. «Отпусти!» — шептал ей голос усталость. «Просто разожми пальцы. Полет будет недолгим. И ты, наконец, отдохнешь». Никс посмотрела вниз. Город сиял. Он был великолепен и ужасен в своей вечной бессоннице. Она увидела маленькую фигурку внизу, на площади. Ребенок, который плакал, потому что у него болели глаза от света, а мать пыталась закрыть ему лицо платком. «Нет», — подумала Никс, — «они не заслужили этого.
Никто не заслужил вечного дня. Она подтянулась. Рывок. Еще один. Она ползла вверх, как маленький черный жук по стволу гигантского светящегося дерева. Когда она добралась до вершины, ее руки были черными от ожогов и копоти. Вершина башни представляла собой открытую площадку, парящую в облаках. В центре стоял кристалл. Он был размером с дом, и он гудел. От него шел луч прямо в солнце, удерживая его на месте. Жар здесь был невыносимым. Одежда Никс начала тлеть. Она отвязала кувшин, он был горячим. Воск на крышке почти расплавился. «Стой!» — раздался голос сзади. «Люциус». Он поднялся на лифте света. Он стоял на краю площадки, направив на нее свой посох. Его лицо было красным от гнева и жары. «Ты не понимаешь, что делаешь, глупое дитя!» — кричал он. «Тьма — это хаос. В темноте приходят чудовища. Мы создали рай. Рай, в котором нельзя спать. Это тюрьма!» — крикнула Никс. «Вы боитесь монстров? Посмотрите на себя. Вы сожгли свою человечность, чтобы не бояться. Я не позволю тебе разрушить наш мир!» Люциус ударил посохом. Луч концентрированного света полетел в Никс. Она не могла увернуться. Она была слишком измотана. Никс закрыла глаза, прижимая кувшин к себе. Удар не последовал. Никс открыла глаза. Перед ней стояла тень. Но не ее маленькая тень. Это была тень самого кристалла. Из-за того, что Никс стояла под определенным углом, свет падал так, что кристалл отбрасывал крошечную тонкую полоску тени. И эта полоска ожила. Тень кристалла, древняя и забытая, защитила девочку. Она поглотила удар Люциус. Даже у света есть тень, поняла Никс. Нельзя уничтожить одно без другого. Она повернулась к кристаллу. Люциус закричал и бросился на нее, чтобы вырвать кувшин, но Никс уже замахнулась. «Спите!» — крикнула она всему миру. И она разбила глиняный кувшин о сияющую поверхность кристалла. Друзья, этот момент изменит историю. Один удар, и тысячелетнее проклятие падет. Чувствуете это напряжение? Это момент истины. Если вы хотите узнать, что скрывалось в кувшине, и как мир встретит свою первую ночь, подпишитесь на канал. Напишите в комментариях «Да будет тьма», чтобы помочь Никс завершить начатое. Сейчас начнется магия. Звук разбитой глины был тихим, но он прогремел как гром. Из осколков кувшина вырвалось нечто. Это не был дым, это не была вода. Это была чистая жидкая ночь. Она была цвета черничного сока, цвета глубокого океана, цвета космоса. В ней вспыхивали крошечные искры, звезды. Субстанция ударила в кристалл и начала впитываться в него. Сияющий белый свет кристалла дрогнул. Он начал темнеть. Сначала он стал золотым, потом красным, потом фиолетовым. Луч, держащий солнце, прервался. Весь мир услышал стон. Это стонало небо, освобождаясь от оков. Солнце, которое висело в зените 1000 лет, вдруг покачнулось и начало падать. Закат. Впервые за 10 веков жители Этельгарда увидели закат. Небо окрасилось в невероятные цвета — багровый, оранжевый, лиловый. Тени от зданий, которые раньше отсутствовали, вдруг выросли, длинные и прохладные. Люциус упал на колени. Он смотрел на небо с ужасом, который сменился благоговением. «Оно умирает», — прошептал он. «Нет», — сказала Никс, подходя к краю площадки. Ветер ударил ей в лицо. Прохладный, свежий ветер. «Оно просто идет спать». Солнце коснулось горизонта, и мир погрузился в сумерки. На улицах города началась паника. Люди кричали, думая, что настал конец света. Но потом на небе зажглась первая звезда. Она была яркой, холодной и невероятно далекой. За ней вторая, третья. Через минуту небо превратилось в бархатный купол, усыпанный миллиардами алмазов. И взошла луна. Огромная, серебряная, добрая. Никс почувствовала, как усталость наваливается на нее. Но это была не та болезненная усталость от жары. Это была сладкая, мягкая сонливость. Ее тень вернулась к ней. Она была потрепана, но жива. Она скользнула к ногам Никс и стала обычной, нормальной тенью в лунном свете. Теперь у всех были тени. Никс больше не была особенной. Она была просто девочкой. Внизу в городе крики смолкли. Люди смотрели вверх. А потом начало происходить чудо. Один за другим люди начали падать. Не замертво. Они просто садились на мостовую, прислонялись к стенам и закрывали глаза. Магия вечного полдня рассеялась. И тысячелетняя усталость взяла свое.
Гвардейцы уронили оружие и уснули прямо на посту. Торговцы уснули за прилавками. Матери уснули, обнимая детей. Весь город, все королевство погрузилось в глубокий целительный сон. Люциус, верховный жрец, сидел на вершине башни. Его глаза слепались, он боролся с собой. «Я не должен. Тьма», — бормотал он. «Посмотри», — тихо сказала Никс, указывая на звезды. «Там нет монстров, там только бесконечность». Люциус посмотрел вверх, слеза скатилась по его щеке. «Это красиво», — выдохнул он, и уснул, уронив голову на грудь. Никс осталась одна, бодрствующей во всем мире. Она стояла на вершине башни, овиваемая ночным ветром. Ей было прохладно. Впервые в жизни ей было по-настоящему хорошо. Она легла на остывающие камни, подложив руку под голову. «Доброй ночи, Этельгард», — подумала она. И закрыла глаз. Ей приснился сон. Ей снилось, что она летит на спине огромного звездного дракона, а внизу проплывают города, где в окнах горит теплый уютный свет, который зажигают только тогда, когда на улице темно. Эпилог. Когда солнце взошло на следующее утро, мир изменился. Король солнца не вернулся. Цикл был восстановлен. День сменял ночь. Люди проснулись другими. Они помнили свои сны. Их глаза стали ясны. Злость и истеричное веселье ушли, уступив место спокойствию. Никс не стала королевой. Ей это было не нужно. Она стала хранительницей сумерек. Она жила в той же башне, но теперь двери были открыты. К ней приходили люди не чтобы проклинать, а чтобы сказать спасибо. Они приносили ей лунные цветы, которые распускались только ночью. Люциус, бывший жрец, ушел в монастырь, где изучал астрономию. Он написал книгу под названием «Мудрость тени». Легенда о девочке, которая вернула ночь, стала любимой сказкой. Матери рассказывали ее детям перед сном, чтобы те не боялись темноты. «А почему темнота добрая?» — спрашивали дети. «Потому что темнота — это одеяло, которым мир укрывается, чтобы отдохнуть», — отвечали матери. А Никс — та, кто подарила нам это одеяло. И каждую ночь, когда на небе загоралась первая звезда, люди в Этельгарде поднимали глаза и шептали: «Спасибо, Никс». А Никс, сидя на крыше своей башни, улыбалась звездам. И ее тень, теперь уже не страшная, а просто верная, сидела рядом, свесив ноги в бесконечность.